Всем привет, вы на канале Польза.нет, меня зовут Саня, и здесь только быстрые обзоры и долгие стримы. В первую очередь я хочу сказать, что как всегда съемка ведется на тот аппарат, на вход и на выход, на который я делаю обзор. Это Huawei P Smart, притом 21 года, и вроде бы ничего в нем такого нет. Внешний вид лично мне не особо дико нравится, но учитывая его стоимость, учитывая сколько людей скупило этот аппарат, и это прям ультрабюджетник в каком-то смысле, плюс он лучше, чем Huawei Nova 8i, который я недавно тестировал, я считаю, что этот смарт как минимум достоин вашего внимания. Максимум на основную камеру вы сейчас видите 1080p 60 fps, ветер не сильный, дорога в метрах 40 от меня, довольно солнечно, притом солнце в камеру не светит. Смотрим. И сегодня, вопреки всему, несмотря ни на что, я продолжаю мучить бренд Huawei. И Honor вместе с ними. Но сейчас Huawei P Smart. Что это такое, с чем это едят и почему именно он? То есть я не считаю, что вот это вот дело, которое довольно сильно шумит в коробке, достойно прямо супер какого-то внимания. Смотрим. По поводу этого смартфона, что я хочу сказать сразу. Камеры расположены так, не как у всего из Huawei. Если мы посмотрим, допустим, Honor 50, вы видите, как камеры, Huawei P50 Pro фактически реплика. Если смотрим на Huawei 8i или что-то подобное на канале, опять же, уже много достаточно обзоров на Huawei и Honor, это дело выбивается из колеи, выбивается из всего этого ряда, и может быть оно и хорошо. Больше это дело похоже, если честно, на какой-то китайский третий эшелон, какой-нибудь Redmi старый. Помните, у них примерно так же располагались камеры. Притом я не вижу, что здесь есть какие-то затычки. То есть это прям камера-камеры. Смарт оригинальный, официальный и куплен, разумеется, на Тмоле. Мы имеем вот такой смартфон. Тактильно, как обычный дешевый смарт. Неудивительно. Батарея здесь на 5000 мАч, что довольно прилично. Квадрокамера на 48 мегапикселей. Объем памяти здесь внутренний 128 гигабайт. Вам должно хватить. Во всяком случае, по мнению производителя. Они не указали, как обычно, здесь зарядку. Зарядка здесь всего на ультра скромные 22,5 ватта. Притом проверим вообще, берет ли он эти 22,5 ватта. Как вы помните, многие бренды специально продают зарядки или дают зарядки в комплекте с запасом по количеству ватт. А многие, допустим, как Samsung, вообще туда ничего не кладут, так же, как и Яблоко, правильно? С этим телефоном, что странно, идет помимо всего еще и наушники. Наушники с мини-джеком, пусть и вкладыши, но мелочь, а приятно, согласитесь. Притом они, по-моему, даже с микрофоном. Вообще цвет, блеск, красота. Вот что значит забота о покупателях и о пользователях. Ключ для извлечения сим-карт. К сожалению, ИК-порта нет. Вижу, сканер отпечатка пальца находится в кнопке питания, не на крышке, что хорошо. И вуаля, две симки и карта памяти может быть туда запихана. Фронталка у нас находится по центру, в отличие от того же Huawei 8i. Здесь у нас в правом верхнем углу, что, кстати, удобно по мне. Слот для извлечения сим-карт не прорезинен. Проверяем вес данного устройства. 208 граммов, вау. Больше, чем у iPhone 13 Pro. 76 мм в ширину, 165 мм в высоту, 10,75 мм с блоком камер в толщину и без блока камер 9,5 мм. Пузатенький он, поэтому смотрим. Розыгрыши море, читаем описание, какие сейчас актуальны постоянно. И, разумеется, это 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео. Подписывайтесь с колоколом, перейдем же к смартфону. Полетели. Поставляется данный девайс в разных вариантах расцветки. Это сокрушительный зеленый, румяный золотой и полуночный черный. Интересно, кто им название цветов придумывает. Дизайн обыкновенный, но сказать, что смотреться смартфон будет плохо, я не могу. Интересный он. Тыльная часть, как и рамки из пластика, во всяком случае ощущается как пластик. В руке без чехла лежит удобно, но тыльная часть очень маркая. Да и в принципе без чехлов мало кто смартфоны носит. Сборка не печальная, что хорошо. На корпусе расположена утопленная кнопка питания со встроенным сканером отпечатков пальцев, качели регулировки громкости, разъем USB Type-C версии 2.0, два микрофона, динамики, основной разговорный, звучание
здесь моно, и оно прямо не очень, но для наушников есть аудиоэффекты Huawei Hisense. Также на корпусе находится мини-джек, но ИК-порта не завезли. Это удел дешевых Xiaomi-тов. Далее есть полноценный слот на 2 сим-карты и карту памяти до 512 гигабайт, за что отдельный плюс. Официальной защиты от влаги, разумеется, нет, и салазки не прорезиненные, так что и неофициальной здесь тоже защиты от влаги нет. Далее, смартфон оснащен дисплеем IPS на 6,67 дюйма с разрешением 2400 на 1080 точек, наш любимый Full HD+, который можно настроить, разумеется, в настройках. Шим, разумеется, в IPS отсутствует, матрица экрана абсолютно плоская, плотность пикселей почти идеальная 393 ppi. При прямом попадании света на экран яркости не хватает, но не прям критично. Опять же, нужно наслаждаться природой, когда солнца много, правда? Частота обновления экрана здесь 60 Гц, автояркость работает хорошо, под освещение подстраивается точно. Под разными углами тон картинки слегка бросает в холодный оттенок. Далее, мультитач на борту берет все 10 пальцев. Конечно, не моментально, но берет. Разблокировать экран можно при помощи сканера отпечатков пальцев, внедренного в кнопку блокировки, и распознавания лица. Сканер отпечатков пальцев работает неплохо, но долго. Внести отпечаток одного и того же пальца несколько раз нельзя. Распознавание лица срабатывает хорошо, но также не шустро. Завести биометрические данные лица можно только у одного лица. Подбородок небольшой, но заметный. Дисплей в данном смартфоне меня лично не разочаровал, так как картинка на свою стоимость, разумеется, он слегка тускловатый, ненасыщенный, но опять же это IPS. Ничего нового они не придумали. Все как у всех. Летим дальше. Процессор здесь Huawei Kirin 710A. С техпроцессом барабанная дробь 14 нанометров. Правда, звучит как шутка. И 8 ядрами. Максимальная тактовая частота 2 ГГц. Графический процессор Mali G51MP4. Не знаю, где они его нашли. Интерфейс EMUI 10 и Android 10 версии. Звучит все, правда, нерадужно. Google сервисов на борту нет. Как их прикрутить и зачем это делать? Решать вам, читайте. Я бы для Google сервисов не советовал его брать. Оперативная память на 4 гигабайта LPDDR4X, внутренняя память eMMC на 128 гигабайт, что вообще не круто, если сказать, что очень даже плохо. Имеется поддержка Wi-Fi только на 2,4 ГГц, 5G сетей на борту нет, хотя они нам и не нужны, а для 4G есть 7 и 20 бенды. Связь ловит хорошо, звучание при разговоре неплохое, микрофоны отрабатывают средние, можно было бы и лучше. Датчик приближения не подводит, что радует. Запись разговора в стоке нет. VoLTE на борту. Вибромоторчик слабенький и не настраиваемый. Bluetooth версии 5.1. NFC поддерживается, но для нас он практически не актуален. Из навигации на борту GPS от GPS, GLONASS и Beidou. GPS-тест в городских условиях в среднем показывает 7 метров. Вы можете наблюдать результаты на экране, но были и лучшие показатели, просто работает это дело крайне рандомно. Емкость аккумулятора 5000 мАч, в PC-марке выдал 10 часов 55 минут, и осталось еще 20%. Тест я проводил при 60 Гц на 100% яркости. Смартфон поддерживает быструю зарядку Huawei Supercharge максимум на 22,5 Вт. Заряжается с 0 до сотки он от родного адаптера питания 1 час 12 минут. За час игры в Genshin Impact улетает 26% на минимальной графике. Так что играть с графикой повыше уже не вариант. Да тут и по другим причинам не вариант играть, а в принципе он тормозить будет, если средние даже настройки поставить. В целом на минималках фризы присутствуют, но редкость. Яркость, разумеется, он понизил через 15 минут непрерывной игры. В PUBG Mobile играть комфортно. Правда, картинка периодически слегка тормозит, даже на минималках. Так что рекомендую играть в более легкие игры, вдобавок и на минимальных настройках, чтобы было хоть как-то комфортно. Беспроводной зарядки, разумеется, нет. Перейдем же к тестам. Тротлинг тест 119 гипсов минимально, максимально 166 и в среднем 135 на 100 потоках при 30 минутах. В Geekbench 5 в сингл-коре 299, в мультикоре 1314, в 3D марке Wildlife 475, Wildlife Stress Test 561, Wildlife Extreme Stress Test 154, Slingshot Extreme 1086, Slingshot 1456. Antutu выдал результат 191 тысячу попугаев, иногда пробивает 200 тысяч. Storage тест показал скромные 11 тысяч, почти 12. На холодную 45-минутный стресс-тест прошел неплохо. Результаты вы видите на экране. Результаты теста искусственного интеллекта тоже неплохие, 59 тысяч. Это, конечно, не 1,5 миллиона, как у некоторых, но 59 тысяч тоже неплохо. Видал я и хуже в разы. Основной блок камер с тыльной части состоит из 4 модулей и одной LED-вспышки. Основная на 48 мегапикселей, ширик на 8 мегапикселей с углом обзора в 120 градусов, датчик глубины на 2 мегапикселя и макрообъектив на те же 2 мегапикселя. Все более чем стандартно. Запись видео доступна в максимальном разрешении 1080p 60 fps, что уже хорошо. Те же 60 fps все реже и реже встречаешь в бюджетных смартфонах. Стабилизации на борту нет, а замедленная съемка есть, и максимальное разрешение для нее 720p 480
1080 FPS. Вдобавок на борту неплохой набор различных режимов для съемки. Фронталка на 8 мегапикселей, находится она по центру в верхней части экрана. В размерах не маленькая и часто мешает, лично мне. Максимальное разрешение для съемки у фронталки стандартное 1080p 30 FPS. Короткие примеры вы сейчас увидите. Ночь, фронталка, 1080p 30 FPS. Это Huawei Smart P модель 2021 года. Что я могу сказать? Что к моему ужасу не такая она и ужасная. Ну, не знаю, тавтология получается. Почему? Наверное, потому что недавно я тестировал Huawei Nova 8i, и сказать, что он мне не понравился, это ничего не сказать. Можете посмотреть, дня 3 назад был тест всего и вся. И вроде бы анонсирован тот телефон был, смартфон, намного пафоснее. Ценник был космос, но по большому счету и в каких-то моментах вот этот вот скромняк, пешечка переплевывает его прям конкретно. Наверное, поэтому немного лоялен к нему буду, возможно. Но в итоге все равно резюмирую, скажу вам все, что о нем думаю. Почему Huawei? Наверное, потому что я поддался общей панике и подумал, что только они будут работать. Но после того, как они стали из своего Huawei App Gallery выпиливать наши АПК-шечки с банками, логично предположить, что не только телекоммуникационное оборудование они решили нам не поставлять, но и, в принципе, присоединиться даже в санкционных своих смартфонах, которые и так вроде бы являются под санкциями США. Но печально, но факт, скажем так. С андроидом все намного проще. Можно АПК-шкой что-то где-то устанавливать, также обновлять. Будем надеяться, что на Google будут приходить обновление безопасности. По фронталке все в шумах, но вы и сами видите. Но картинка мне нравится. То есть мне нравится эта шумная картинка. Опять же, я всегда в уме держу стоимость данного смартфона, поэтому, наверное, лоялен к нему. То есть на него всегда хороший прайс был с самого начала на Томоле, да и не только, и в принципе в локале очень большое количество покупателей. Не нравится мне здесь по центру фронталка, но я об этом уже сказал. И не нравится ее расположение, разумеется. И не нравится вид самого блока камер основного. Но на вкус и цвет, товарища, нет. Может быть, кого-то это дело и радует. Вот такая вот фронталка. Ну, здесь уже 1080p 60 FPS. Та же локация, что и у нескольких десятков смартфонов, включая яблочные. Ночью. И барабанная дробь. Здесь, по-моему, отремонтировали освещение. Да, не отремонтировали они его. Но вообще все равно частично что-то светить стало, поэтому не так темно, как обычно. 1080p 60 FPS. Основная камера, как пишет звук, небольшой ветер, как вы можете наблюдать картинку, если остановиться, допустим, вот так. Многострадальный этот детский корабль. Практически одно черно слегка желтое пятно, но это ожидаемо. На паузу, на плей можно ставить. Ограничения по съемке не вижу. Если брать сложный объект для автофокуса ночью, ну это бесперспективно. Попытаемся взять стандартную нашу гайку, но мне кажется, что не осилит он автофокус на нее, хотя все бывает, так сказать. Раз. Ну, два. Три. Все долго, мучительно, но плюс в карму, что работает, потому что я встречал смартфоны, у которых автофокус в данных условиях обстановки, в принципе, не работал. Но видите, как он долго перестраивается. Что есть, то есть. Повторяюсь, максимум X6. И вот такая вот картинка, как из старого ужастика, либо что-то из разряда артхауса, правда? Возможно, я когда-то и перееду, но традиции вряд ли изменятся. Вот такую неоновую вывеску я буду искать все время. Довольно забавно, что у Realme 8i и у Realme 9i, смартфоны, которых, наверное, я считаю, мало не бывает, и они, в принципе, по идее,
лучше со съемкой, но не считая вот этого вот фокуса данного объекта, все было хуже. Но единственное, да, автофокус там с ума так не сходил ни в 9i, ни в 8i. Здесь какая-то лютая беда. Даже если вставать, но пальцем, если помогать, то немного лучше, но он слегка... ну это X2. Пардон. Но все равно как-то не то. Не нравится ему такая локация. Но ночью телефону снимать не нравится. Ну что, поделюсь первыми впечатлениями. Понятно, что фронтальная камера ночью снимает, как и все почти фронталки, не особо хорошо. Ночью никто ничего хорошо не снимает. Снимает более-менее потребно Samsung и Яблоко. Вот, иногда, что еще хорошо? Да ничего, суперски не снимает ночью. Но к чему это все? К тому, что здесь есть супер макро, никаких двойных камер, к сожалению, нет. А из приятного это мне очень понравились ночные фото. Опять же, понятно, что на плакат это дело не распечатаешь. И нужны все-таки прямые руки. То есть без прямых рук ночных фото у вас с тремором не получится вообще никак сделать. И, возможно, что-то не с первого раза. Но в целом, прям цвет, блеск, красота, учитывая стоимость, всегда ее нужно держать в уме. Молодцы. Ну а остальные фото сможете сами оценить. Опять же, все субъективно, относительно. Мне понравилось. Прямо пластилиновый рай. Фронтальная камера, пешечка и... Ну, выглядит это интересно, хотя от реальности, как все это снимает, далеко. Но это не важно. Почему? Потому что многим не нужна реальность. Я бы сказал, что проблема Huawei или наоборот их огромный плюс, что они делают вас более презентабельным, более потребным и, скажем прямо, бьюти-режим здесь, по-моему, вообще принципиально не отключается, что не на Huawei P40, P20, P50 Pro, которые у меня были, что вот на этих бюджетках. Ну, приятно себя наблюдать в лучшем виде. А так, фронталка не худшая. Тест основной камеры Huawei P Smart, также в тех же условиях. Сейчас единственный ветер довольно сильный. Муринский парк. И что я хочу про этот смартфон сказать. Мне он внешне не особо нравится, но по железкому, учитывая стоимость, Smart неплохой. У него свои минусы, но по сравнению с Huawei Nova 8i, к слову, это пример, опять же, основной камеры. Максимум 1080p, к сожалению. Вот сейчас мы попробуем снимать против солнца. По поводу звука бьющегося вон ракетку мячика, я думаю, что вы вряд ли что-то слышите, потому что довольно сильно ветер бушует вокруг. Но в целом вот так примерно вы будете снимать кого-то, если вдруг у вас будут полудинамические сцены. Почему? Потому что не особо-то я и двигаюсь, камера фактически на месте. Понятно, она не на штативе, но в руках. И вот так вас сможет удовлетворять данный смартфон. Тот же банкет с фронтальной камерой, также против солнца, ветер боковой, скорее всего, задувает в микрофоны. Ночью вы видели, как фронталка работает. По мне, фронталка работает неплохо. Это, конечно, не супер вариант развития событий, но и не ужасный. Почему? Потому что видел я фронталки намного хуже. Это не из разряда хуже. Понятно, пересветы, понятно, работа с светом здесь так себе, но... Опять же, фронталки всегда не есть супер хорошо, к сожалению. Скоро увидите Redmi 10S, вот там и правда мракобесие. С другой стороны, Redmi 10S стоит почти в 2 раза дешевле. Минусы: нет АК-порта, нет хотя бы псевдостерео, здесь моно. И внутренняя память даже не UFS 2.0, а eMMC. Это совсем печаль. Установили бы UFS, вообще вопросов бы к нему не было. Лично у меня. Цену можете посмотреть актуальную по ссылке в описании к видео. В принципе, курс сейчас радует, поэтому этот супербюджетник и стоит как супербюджетник. Напоминаю, что в телеграм-канал скидок скидываю только выгодные предложения, плюс там есть алгоритм, как в Китае покупать через тот же Киви дешевле. Советую посмотреть, все равно 2-3 рубля на долларе выигрываете, а это уже значимо, когда вы смартфоны те же покупаете. И резюмировать я бы хотел довольно нестандартно для хуавеевских смартфонов. Я либо говорю им да, счастливым лицом, как, допустим, Huawei P50 Pro, обзор на который был год назад летом, можете посмотреть по ссылке в правом верхнем углу, либо как у Huawei Nova 8i, ни в коем случае не брать. Притом даже не смотреть комментарии под ним, потому что когда
когда люди покупали Huawei 8i за 30 тысяч рублей, потом им предложили за 19, они все побежали, их скупили и с радостью стали писать, как им нравится смартфон. Не смотрите на такие комменты. Если брать P-Smart, на него было много хейта, много радости, но вот в этом случае я бы реально советовал посмотреть на комьюнити, как они считают, хорош он или нет. Мне смартфон, учитывая стоимость, зашел, несмотря на отсутствие Google сервисов, он прямо лаконичен, то есть он не стоит больше, чем должен стоить, его пользователей много, и в принципе я не буду говорить по поводу того, что с Google сервисами проблема, кто-то как-то их решает. Если вы готовы жить без них, как лоу-кост, это отличный девайс. Лично по моему субъективному мнению. Не забываем подписываться на канал, ставьте лайк за труды, пишите в комментариях, что бы вы еще хотели увидеть на обзоре. Скорее всего, послезавтра будет новый Redmi 10S, может быть даже завтра. И из новинок, разумеется, Neo 3 уже в России, K50 Pro уже в России, так что скоро будет весело. Спасибо за просмотр, подписывайтесь на канал с колоколом, девайсу, да, добра и удачи вам, дорогие друзья.